Привет всем и каждому. Меня зовут Игорь, мне 48 лет, 4 года я нахожусь в Америке. Из этих 4 лет 3 года я проработал на констракшн, на стройке. В данный момент работаю на Uber. И хотел бы поделиться своими знаниями на Uber. Может быть, эта информация кому-нибудь будет полезной. Английского языка я не знаю. Одна из причин, по которой я пошел работать на Uber, это получить какой-то опыт изучения английского языка. Карандаш! A pencil? Yes. Точнее, как получается, я в школе изучал английский, много знаю, в принципе, слов, там, цвета, Стол? A table? Yes. цифры, Девушка? Чувиха? т.д. такие элементарные. Но, находясь в США, в Америке, я не понимаю, что они говорят. То есть на слух мне не ложится их речь. Вот там вы прошли, вы там то, просто и все. А ты сделай. А что я сделаю? Проблемы, насколько знаю, испытывают многие, даже те, кто знает английский язык, но поначалу им сложно понять, что им говорят американцы. Это связано с рядом объективных причин, потому что надо привыкнуть к их речи. Все-таки американский язык, он мало того, что отличается от английского, и когда ты его не слышишь вживую, то возникают у людей у многих проблемы. Но им проще, тем, кто знает английский язык, привыкнуть и довольно-таки быстро адаптироваться. По крайней мере, они могут изъясняться. Я английский язык знаю очень плохо, практически никак. И вот за 9 месяцев работы на Uber, почти что год получается, знание английского для меня лично я чувствую, что значительно улучшилось, потому что клиенты где-то процентов 90 это англоязычные, это американцы. Вот поэтому я решил записать, чтобы у кого-то развеются сомнения какие-то, что как вот работать на Uber там, или Lyft без знания английского языка. Я работаю только на Uber, приложение русифицировано. Я также зарегистрирован на Lyft, но там он англоязычный и пока для меня сложно ориентироваться. Со временем, может быть, буду работать и на Lyft. Работа на стройке для меня не была близкой, скажем так. Я никогда не работал до этого руками, если можно так выразиться. Блин, я не туда встал. Я не туда встал, может туда. Вот, пропустил нас парнишка. Хотелось бы рассказать, поделиться своим небольшим опытом, ну и своими какими-то небольшими знаниями работы на Uber, работы с приложением Uber. Все это я постараюсь снять, заснять, сфотографировать какие-то цифры, данные и выложу у себя на канале. У многих вопросы по поводу заработка, сколько можно заработать, как заработать, на чем работать. Я работаю на Dodge Grand Caravan 2019 года. Довольно-таки неэкономичная машина. Это двигатель почти что 300 лошадиных сил. И как бы на такси, наверное, такую машину я бы, может быть, даже не рекомендовал. Но у меня ситуация сложилась так, что я покупал машину для семьи, потому что мы любим путешествовать, любим кататься в разные страны, города. Ну и Америка для нас не стала исключением. Мы довольно-таки часто выезжаем и у нас по штату, и в другие штаты.
На ней я уже накатал за этот период довольно-таки немало километров, миль. Брал я ее с километражом 35 тысяч майлов, сейчас у меня 66 тысяч майлов. Это за 9 месяцев я накатал. Но надо учесть, что в этом пробеге у меня был большой такой переезд. Я ездил из Пенсильвании во Флориду, проехал Северную Каролину, Южную Каролину, Джорджию и ездил конкретно в город Сарасота. Также я там ездил во Флориде, город Санкт-Петербург. Очень красивый город, мне очень понравилось. Ну и вообще стал иметь какое-то более-менее представление о других штатах, потому что в основном до недавнего времени с рядышком это Нью-Йорк, Нью-Джерси, ну и Пенсильвания. Поэтому, как говорится, подписывайся, не брезгуй, может пригодиться.